Хотите перейти на новый уровень покрытия деревянных изделий в домашних и гаражных условиях? Тогда это видео для вас. Работая с деревом, вы не раз сталкивались с необходимостью его покрасить, и наверняка каждый раз ломали голову, как покрасить ту или иную поверхность, будь то мебель, внутренняя или наружная отделка. И каждый раз после покраски вас не покидают мысли. А может, надо было использовать другие ЛКМ? А может, надо было кистью, а не валиком? Откуда разводы? Что за полосы? Что это за пузыри? В этом видео на примере ступеней для лестницы я покажу способ качественной покраски, а-ля типа как на производстве, который подойдет для любой мебели и предметов интерьера. Расскажу чем, в каких условиях я работаю и какими материалами пользуюсь. Итак, инструмент. Если вы хотите красить не только качественно, но и быстро, то лучше научиться работать с краскопультом и компрессором. Когда я начинал, у меня был китайский компрессор на 24 литра, дешевый шланг-спираль и самый дешевый краскопульт. На мой взгляд, для небольшого объема работ компрессора на 24 литра вполне хватает. Краскопульт лучше взять с технологией распыления HVLP. Это вот такая голова. Сначала у меня был такой, но тут советую не экономить, больше намучитесь. Шланг-спираль оказался достаточно неплохим, в каком-то смысле даже удобнее обычного. И обязательно воздух нужно очищать. Систем очистки огромное множество и разных ценовых категорий. Но я рекомендую хотя бы поставить один влагомаслоотделитель на выходе из компрессора и еще один перед краскораспылителем. Ну и конечно качественный респиратор, тут не экономьте. Про лакокрасочные материалы подробнее расскажу в процессе покраски. Здесь скажу лишь, что это профессиональные материалы и в обычных магазинах они не продаются. Ищите в специализированных магазинах с красками на разлив. Все лакокрасочные материалы в данном видео многосоставные с отвердителем и разбавителем. Если нет возможности поставить производительную приточно-вытяжную систему, а скорее всего мало кто будет заморачиваться этим в гараже, поставьте хотя бы бытовую вытяжку. Обычный туннельный вентилятор в стену, цена вопроса 2000 рублей. При покраске возникает туман, взвесь из частиц краски, которая будет долго летать по вашей малярке, если не сделать хотя бы такую вытяжку. Фух, ну вроде основные моменты назвал, рассказал, вопросы пишите в комментарии, не стесняйтесь, всем отвечу. Приступим к покраске. Ступень я тщательно отшлифовал орбиталкой, сначала 80-й, а затем 120-й наждачкой. Кто-то занимается анонизмом и шлифует до 320 грит и более. А у меня есть жена и нет лишнего времени, поэтому только 120. Ах ты ж охуеть! Да у нас тут, похоже, какой-то шутник! Фаски сбиваю вручную наждачной бумагой. Перед нанесением каждого слоя обеспыливаю и делаю это рукой и сжатым воздухом. Проверенный способ. Первым слоем наношу полиуретановый грунт-изолянт, поскольку ступени сосны. Он защищает эмаль от смолы в дереве и на ней не появляются желтые пятна, а также слегка стабилизируется верхний слой. При работе краскопультом я работаю узким факелом, так чтобы на расстоянии 20 см от поверхности его размер был 10-15 см. Да, так сложнее избежать подтеков, но зато получается значительно экономить ЛКМ. И вообще настройка краскопульта – это интимное дело каждого мастера. Сушу ступени на таких полочках, сделанных однажды на скорую руку. Сделанных однажды и оставшихся навсегда. После нанесения грунта-изолянта необходимо слегка шлифануть. Без фанатизма. Делаю я это скотч-брайтом 180 или 220. Обеспыливаем по старой схеме и наносим второй слой покрытия. Это укрывной полиуретановый грунт с высоким сухим остатком белого цвета. Нужен для того, чтобы убрать маленькие дефекты. Большие дефекты он, конечно, не заполнит, поэтому на данном этапе нужно осмотреть деталь и все впадинки, которые не заметили при подготовке к покраске, убрать с помощью шпатлевки. Можно шпатлевкой по дереву, она дешевая, но долго сохнет, а можно и автомобильной, сохнет быстро, но подороже.
Затем шлифую очень аккуратно, убираю шпатлевку, но слежу за тем, чтобы грунтовка не протерлась, где необходимо дорабатываю руками. Снова убираем пыль и наносим эмаль полиуретановую. Наношу толстым слоем. После того, как эмаль подсохнет, слегка прохожу скотч-брайтом, если попали соринки, и наношу лак. Лак использую в данном случае не полиуретановый, а акриловый, поскольку полиуретан со временем желтит, а ступень светлая. Если бы это была не ступень, а скажем балясина, покраску можно было бы закончить. Но поскольку для ступени нужна повышенная износоустойчивость, за кадром я нанес еще один слой лака. Такой результат получился у меня. И, конечно, так красить я научился не с первого раза и не со второго. Здесь главная практика. Как настроить факел, подобрать оборудование, оборудовать помещение, вы с легкостью найдете в интернете. И я же дал вам советы, которые мне в свое время никто не давал. Поэтому, думаю, у вас все получится. Не жалейте лайка, если видео было полезным, пишите комментарии, не стесняйтесь. До встречи в следующем ролике.